Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас по-прежнему 24 октября, вторник. И этим я начинаю вторую часть моего сегодняшнего выпуска о событиях, которые так или иначе касаются Украины, российской агрессии против Украины, Соединенных Штатов и всего того, что оказывает и в ближайшее время будет оказывать огромное влияние вообще на ситуацию во всем мире. Некоторые круги, скажем так, в разведсообществе Соединенных Штатов, причем важные круги, в плане формирования информационной повестки, той информации, которая доносится до высшего руководства страны, считает, что Хамас и Иран, в общем-то, не выполнили свою цель на 100%. Я имею в виду с организацией и проведением террористической атаки против Израиля. Изначальный план состоял в том, чтобы Иран, как планировал, чтобы задействовать каждого палестинца по всему миру в организации этой акции против Израиля. Кого непосредственно в плане террористической атаки, а кого в плане разжигания недовольства, возмущения, демонстраций по всему миру. И это не получилось. То есть, да, по всему миру прошли демонстрации, но не получилось запустить единый фронт, единый террористический фронт против Израиля. Во всяком случае, пока. То есть, полностью списать со счетов вероятность того, что Хизбалла и другие более мелкие террористические организации на Ближнем Востоке пойдут вторым фронтом или третьим фронтом на Израиль, все это нельзя исключить, но пока этого нет. А должно было быть, согласно планам. Почему? Тут опять-таки, то есть я вам говорю, что они считают. Еще раз я подчеркиваю, я тут много информации вам даю по каждому видео. То есть исходите из того, я вам передаю информацию объективную из разных источников, которые по-разному это освещают. Это не я говорю. Поэтому не надо на меня обижаться. То есть одни обижаются из Израиля, что я за мусульман. Из мусульманских кругов обижаются, что я, чуть ли не еврей. Еще раз поймите, я ретранслятор. Если я хочу высказать свою точку зрения, я вас об этом предупреждаю. Так вот, американские аналитики объясняют эту относительную неудачу Ирана и Хамас в их операции против Израиля тем, что в ходе этой террористической акции был достаточно грубо и очевидно нарушено несколько канонов или требований Корана, которые заключаются в том, что нельзя убивать детей, женщин, стариков и уничтожать города. В данном случае, я думаю, под городами имелось в виду общины, эти кибуцы. И это было совершено. И считается, что именно это не привело к образованию единого фронта даже среди различных террористических групп. И в этой же связи выражается предположение, оценка, что это же не позволит, если не произойдут какие-то невероятные события, их, как правило, предполагают с возможной от того, как Израиль дальше себя поведет, что будет делать. Если там не будет грубых ошибок, то, видимо, и международные протесты должны пойти на спад. Посмотрим, как это будет на самом деле. Тем не менее, Иран пытается уже задним числом, отыгрывая то, что не удалось добиться, все пытается закрутить и подтянуть другие более мелкие террористические организации к ударам по Израилю и даже по Соединенным Штатам Америки. Вернее, их войска, базам, которые там находятся на Ближнем Востоке. Напомню, что туда подтянуты две авианосные группы, одна из них вообще супер. Последнее, так сказать, достижение – это Форд
группа во главе с авианосцем Джеральд Форд. Сейчас туда еще подтянули корабль управления, там есть базы. И вот с четверга прошлой недели на эти базы ведутся обстрелы при помощи дронов и даже крылатых ракет. Последний такой обстрел или попытка обстрела имела место вчера. Значит, что произошло за вот все дни, суммирую. 4 крылатых ракеты были запущены, были сбиты. Большая часть дронов была сбита. Было 4 попадания. Один раз это в аэропорт угодило, но там не было американцев, не оказалось. И второй раз то ли ракета, то ли дрон нанес удар по складу. Короче говоря, среди американцев жертв нет. И вот американцы сейчас ведут интенсивнейшую работу с израильским руководством, военным и политическим, с тем, чтобы выработать стратегию, что да, уже не только стратегию. Стратегия понятна, с Хамасом надо кончать. Как с террористами, не с мусульманами, как с террористами, которые нарушили заповеди Корана. Так вот, надо с ними кончать, весь вопрос как, так, чтобы не было решения вопроса, не привело к еще худшей ситуации, которая была до решения этого вопроса. Американцы постоянно подчеркивают, берите пример с нас. Вот мы сделали эту глупость благодаря Джорджу Бушу-младшему. Кстати, я вам напомню, тогда, когда принималось решение о вторжении в Ирак и в Афганистан, по-моему, я не помню, то ли в одном пакете шло или нет, но по Ираку точно принималось решение в Конгрессе США. Всего один конгрессмен, это была конгрессвумен, которая проголосовала против. Все остальные голосовали за единогласно. Вот такое единодушное безумие наступило. Так вот, американцы сейчас говорят, смотрите, вспоминайте, вот к чему это нас привело. 20 лет, сумасшедшие деньги, ситуация гораздо хуже, чем она тогда была. Не совершите подобную же глупость. Так вот, американцы прислали своего советника, трехзвездного генерала корпуса морской пехоты, того, который имеет опыт ведения боевых действий в городах. Американцы хотят 2 вещи сделать. Первое, они просят израильскую сторону, подождите еще немножко, дайте возможность еще поторговаться для того, чтобы вызволить как можно больше заложников. Израильских заложников, как предполагается, может быть до 200. Американских людей, которые не знают, там остались они, не остались, но где-то 10 человек предполагают, что могут быть. Но нету такого кризиса с этими заложниками, так по большому счету. Не поднялся он среди общественности, как это было при президенте Картере, когда в Тегеране захватили американское посольство. То есть она не представляет, помните, когда только это все начиналось, я вам говорил, что, возможно, одной из целей Раши в организации этой акции было создать кризис с заложниками для того, чтобы повлиять на президентские выборы в США. То есть это еще не исключено, что этого не случится, но тем не менее, пока еще не доведена ситуация до колена. То есть вопрос острый, американцы и Израиль хотят все-таки максимально решить этот вопрос. Хамас это понимает, поэтому делает все возможное, чтобы этих заложников не освобождать быстро. Они понимают, что это сдерживание, это сдерживает Израиль. Это первый вопрос. Второй, это в принципе, что делать? Есть 2 варианта. Первый – это нанесение точечных ударов при помощи авиации, при помощи спецназа. То есть по точечным центрам, где расположен Хамас. Второй – это общевойсковая операция, захват территории. Самое главное – это Газа-Сити. То есть вот сектор весь Газа, и там же есть еще Газа-Сити, где, как предполагается, вот там находится основная часть этого подземного города, где базируется Хамас.
Считается, что если делать эту общевойсковую операцию, ну вот американцы, которые в Феллудже проводили такую операцию, они проводили и первый вариант операции, то есть точечные удары, спецназ и бомбардировка с воздуха, точечная, не массовая, не ковровая. Вот. И в Феллудже общевойсковая операция, где погибло до 20 тысяч гражданского населения, от 10 до 20. И вот так скромно оценивается, что в случае, если израильтяне выберут, значит, второй вариант, может быть более 20 тысяч. Это может вызвать больше недовольствия по всему миру. Поэтому рассматривается и тот вариант, и другой. IDF – это силы обороны Израиля. Настаивает на том, чтобы руководство гражданское определилось как можно быстрее. Потому что, ну, понятно, целую армату там согнали. Долго простаивать в такое скопление живой силы и техники без толку не может. Надо что-то делать и делать быстро. Гражданское руководство колеблется. И американцы, которые последние дни побывали в Израиле, у них сложилось впечатление, что, я имею в виду на высоком уровне, в том числе военные, там уже есть и советники, помимо этого трехзвездного генерала, есть и другие советники. 10 тысяч их уже там скопилось, военнослужащих в целом, я имею в виду, в том районе. Так вот, у американцев на самом высоком уровне сложилось впечатление, что руководство Израиля не может принимать решения. Настолько сложная ситуация, что, ну, вот так. Причем значительную проблему представляет, по их мнению, премьер-министр страны Нетаньяху, поскольку, ну, он имеет проблемы с законом, и сейчас решается фактически его судьба. И на карту поставлена вот страна и он сам. И вот не знает, что делать. Что делать? Значит, есть несколько вариантов. Из тех наиболее рациональных, с моей точки зрения, вариантов я вам рассказывал об одном из них, когда ссылался на крупного международного эксперта в этой области Лутвака, который говорил, что надо делать точечную операцию, и рассказывал, как делать операцию, с тем, чтобы пустить туда газы и выкурить Хамас из этих пещер и переходов. Теперь есть второй вариант. Второй вариант, якобы об этом идут сейчас переговоры между США и Израилем. То есть решить вопрос не при помощи газов, а при помощи бомб, которые называются уничтожители бункеров. Или называют их мать всех бомб. Или еще Никита Хрущев в свое время назвал это бомбу Кузькину мать. Ну, тогда он назвал ядерную бомбу, а сейчас речь идет о конвенциональной, но вот американцы применяли ее во время атаки в войне против Саддама Хусейна, наносили удар по Багдаду, в частности, по зданию, где они предполагали находится семейство Саддама. Это зрелище, конечно, было страшное. Такое впечатление, что там часть города была объята пламенем. Так вот, значит, что с бомбами? Речь идет о том, чтобы выдавить где-то, ну, максимум населения мирного из сектора Газы через Рафа-перевал в Египет. И тогда, значит, когда мирное население будет выдавлено оттуда, тогда можно приступать к массовым бомбардировкам, превратить, как один сказал, этот город в Дрезден. Вы помните, Вторая мировая война, да? А потом применить вот эту Кузькину мать. Бомба имеет следующие характеристики. Она проникает на глубину до 40 метров, потом идет взрыв, и звуковая волна уничтожает все живое там, в подземелье, в радиусе где-то полумили.
Некоторые говорят, что 40 метров маловато, потому что якобы самое глубокое залегание пещеры и ходы, в которых базируется руководство Хамас, они закопались на глубину 60 метров. Но опять-таки это оценочное мнение, конечно, потому что никто там не был, кроме руководства Хамаса, не знает. Другие говорят, ну там же песчаная почва, почему не дойдет? Дойдет. В общем, сейчас вот идет разговор в этом направлении. Но для того, чтобы это сделать, надо мирное население, 1 миллион человек, убрать в Египет. Вот и скептические американцы спрашивают, а как вы это сделаете? Ну, до сих пор египтяне не пускают. На что израильтяне отвечают, а у нас президент, значит, Аль-Сиси, да, египетский, так вот его, хочу процитировать, думаю как, ну, назовем это Фаберже. Так вот, его Фаберже крепко находится в наших руках. Почему? Потому что тесен мир. В Соединенных Штатах выдвинуто обвинение в уголовном преступлении против председателя комитета по иностранным делам Сената, сенатора Менендеса, вместе с его женой, который, как оказалось, был завербован египетской разведкой, господа. Кто бы когда мог подумать об этом? И за золотые слитки, за деньги, за Mercedes Convertible он выполнял фактически функции и лоббиста, и агента, агент египетской разведки. И Аль-Сиси, предполагается, он чуть ли был не первый, кто вступил в контакт, когда был с Менендесом, когда возглавлял египетскую разведку, и было это где-то лет 10 назад. Значит, дело долго тянулось. Ну и вот как-то они вот собираются на эти Фаберже нажимать для того, чтобы заставить Аль-Сиси впустить этих людей. Ну, посмотрим, как это получится. Кстати, насчет шпионажа. В последнее время американцы с удивлением обнаружили, что малые страны, разведки, о которых никто никогда не слышал, начинают вести активную разведывательную деятельность на территории США. Ну, первый – это египетская разведка. Второй случай. Недавно в Америке был арестован айтишник, выходец из Эфиопии, который воровал информацию и передавал правительству Эфиопии, стране, которая получала в последнее время, продолжает получать достаточно большую помощь от Соединенных Штатов Америки и в то же время, значит, ведет разведку против США. То есть Эфиопия, разведка, вот где Штирлицы появляются, понимаете? С ума сойти. Индия, черная кошка пробежала между Индией и Канадой. Канада – это одна из 5 сестер для американцев. Вот они воспринимают это чуть ли не как провокацию против себя. Считается, что индийская служба безопасности виновна, называется это, я вам даже прочитаю, РОУ, исследовательский и аналитический центр, так это называется, индийская разведка, совершили убийство лидера, не лидера, значит, он сикх в Канаде, а индийцы обвиняли его в том, что он террорист, с чем канадцы категорически не согласны. Ну вот, значит, такая вот ситуация. Что делать? Вот сейчас ведутся эти переговоры. Все это вместе сложилось, и надо вопрос с заложниками решить. Американцы говорят, давайте, немножко подождем потом. Вы сами определитесь. Имеется в виду гражданское руководство из Израиля. Силы обороны Израиля говорят, надо быстрее решать вопрос, значит, мы не можем так стоять и ждать бесконечно. Гражданская власть раздумывает. Короче говоря, вот так оно все сложилось. Но, повторяю, значит, эта террористическая операция изначально не была, то есть не достигла тех результатов, на которые рассчитывали организаторы. Ну и теперь начинается вокруг всего этого маневры. То есть Иран, и надо полагать, стоящий за ним Кремль, Путин,
пытается все-таки этих террористов, мелкие организации, втянуть, то есть поощряет их к нанесению ударов по объектам США в регионе, американцы однозначно говорят, что мы знаем, что за этим стоит Иран. То есть обычно, когда не хочется с кем-то сталкиваться напрямую, не называются страны. То есть обычно говорят, ну да, в целом стоит, а вот он провоцировал это или нет, мы не знаем. Но все больше и больше, все более жесткие становятся заявления представителей военных кругов США, что свидетельствует о том, что и не против, видимо, только дайте команду из Белого дома, жахнем по Ирану. Ну и там еще и Китай подтянулся. Китай подтянул свои 6 кораблей. Но это так. Там, значит, стояло сначала 4 эсминца. Теперь подогнали еще 4 эсминца. Причем 2 из них новенькие практически. Но они простояли где-то 5 дней в Маскате. Это Оман. Опять Оман. Известное название для многих моих слушателей. Как много в этом слове для сердца украинского слилось, да? Перефразируя слова поэта. А сейчас они перебазировались в Кувейт с дружеским визитом. Там люди, представители ВМС двух стран ходят с одного борта на другой, сыграли в баскетбол командами. Короче говоря, так, демонстрация флага, естественно, воевать они, принимать участие ни в каких боевых действий не собираются. Вот такая, господа, ситуация сложилась на настоящий момент. На этом я хочу закончить это видео, имея в виду, что, возможно, придется позже по результатам дня сделать еще одно. Слава Украине и ее вооруженным силам! Враг будет разбит, победа будет за нами. Это же касается и Израиля, фактически союзника Украины в сложившейся ситуации. Его враги также будут повержены, потому что они же одновременно и враги Украины, и всего цивилизованного человечества. Вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой уверенности в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!